Всем доброго времени суток! Вы находитесь на канале Ницула, это канал о вязании. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду спицами вязать вот такой узор. Такой узор формируется за счет вытянутых петель, а также лицевых и изнаночных. Рассмотрим схему данного узора. Раппорт состоит из 12 петель по горизонтали и из 12 рядов по вертикали. Обратите внимание, на рисунке указаны как лицевые ряды, так и изнаночные ряды. Лицевые ряды обозначены нечетными числами, а изнаночные четными. У меня на рисунке вертикальная черточка обозначает лицевую петлю, горизонтальная изнаночную. Кружок обозначает петлю нужно снять и нить рабочую при этом держать за работой. И перечеркнутый кружок обозначает петлю нужно снять и рабочую нить при этом держать перед работой. Для своего образца я набрала 29 петель. Из этих 29 петель 24 петли это число, которое кратно 12. 12 петель состоит у нас в раппорте. 3 петли я добавила для симметрии полотна, чтобы одинаково полотно выглядело как в начале, так и в конце. И плюс еще 2 кромочные петли. Итого 29 петель для образца. 2 кромочные петли в рисунке не задействованы, на схеме они не отображены. Первая кромочная петля у меня на образце будет сниматься не провязанной на правую спицу. Последняя кромочная петля будет провязываться изнаночной. Вяжем первый ряд. В первом ряду все петли, кроме первой кромочной, должны быть изнаночными. Я снимаю первую кромочную петлю, не провязанной на правую спицу. И все остальные петли я вяжу до конца ряда изнаночными петлями. Первый ряд изнаночными петлями провязан до конца. Я повернула работу, и сейчас я буду вязать второй ряд. Во втором ряду все петли вяжутся лицевыми. Кроме первой, это кромочная, она снимается, и кроме последней кромочной, она провязывается изнаночной. Вяжу второй ряд лицевыми петлями. Второй ряд лицевыми петлями провязан до конца. Я повернула работу, и сейчас буду вязать третий ряд. В третьем ряду по схеме узора первые 3 петли я должна снять на правую спицу не провязанными. При этом нить рабочая должна идти за работой. Следующие 9 петель я должна провязать лицевыми. Вяжу третий ряд. Первую петлю кромочную снимаю. Следующие 3 петли переснимаю на правую спицу не провязанными. При этом рабочая нить у меня остается за работой. Далее следующие 9 петель я провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязала один раппорт. Вяжем следующий. Опять 3 петли снимаю на правую спицу не провязанными, при этом рабочую нить держу за работой. Обратите внимание, эту нить я не натягиваю. И следующие 9 петель после снятых не провязанных провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Для симметрии полотна в конце у нас остается 3 петли. И я их снимаю на правую спицу не провязанными. При этом нить рабочая идет за работой. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на обратную сторону и вяжу четвертый ряд. В четвертом ряду первые 3 петли я должна снять на правую спицу не провязанными, и следующие 9 петель я должна провязать изнаночными петлями. Вяжу четвертый ряд. Первую кромочную снимаю не провязанной, далее следующие 3 петли я переснимаю на правую спицу не провязанными, при этом держу рабочую нить перед работой.
И следующие 9 петель провязываю изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 петель одного раппорта провязаны в четвертом ряду. Вяжем следующий раппорт. Опять 3 петли снимаем не провязанными на правую спицу, нить держим перед работой. И следующие 9 петель вяжем изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последние 3 петли я снимаю на правую спицу не провязанными. Нить рабочая при этом идет перед работой. И последнюю кромочную провязываю изнаночной. Четвертый ряд провязан до конца. Я повернула работу и сейчас буду вязать пятый ряд. В пятом ряду 3 первые петли я снимаю не провязанными на правую спицу. Нить рабочая идет за работой. Следующие 9 петель провязываю лицевыми. И далее все повторяем. Вяжем пятый ряд. Первую кромочную я снимаю. Следующие 3 петли я снимаю на правую спицу не провязанными. Нить рабочая идет за работой. И следующие 9 петель провязываю лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Первый раппорт провязан. Далее все повторяем. 3 петли переснимаем на правую спицу не провязанными. Нить рабочую держим за работой. Следующие 9 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И последние 3 петли снимаем не провязанными на правую спицу. Нить рабочая идет за работой. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Пятый ряд провязан до конца. Поворачиваю работу на обратную сторону. Я повернула работу и сейчас должна вязать шестой ряд. В шестом ряду первые 3 петли я снимаю не провязанными на правую спицу, при этом рабочую нить держу перед работой. Следующие 9 петель у меня провязываются изнаночными. И далее все повторяем. Первую кромочную петлю я снимаю не провязанной. Следующие 3 петли переснимаю на правую спицу не провязанными, и нить рабочая идет перед работой. Следующие 9 петель провязываю изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Раппорт провязан до конца. Далее все повторяем. 3 петли переснимаем на правую спицу не провязанными. Нить при этом идет перед работой. Следующие 9 петель провязываю изнаночными. Три петли перед кромочной переснимаю на правую спицу не провязанными, при этом рабочая нить идет перед работой. И последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Поворачиваю работу на обратную сторону. По схеме узора сейчас я должна вязать седьмой ряд. В седьмом ряду все петли провязываются изнаночными. Вяжем седьмой ряд. Первую кромочную снимаю не провязанной, и далее все петли седьмого ряда вяжу изнаночными. Я провязала седьмой ряд до конца изнаночными петлями, повернула работу на обратную сторону, и сейчас я буду вязать восьмой ряд. В восьмом ряду все петли провязываются лицевыми.
Первую петлю кромочную я снимаю, и далее все абсолютно петли до конца ряда я вяжу лицевыми петлями. Восьмой ряд лицевыми петлями провязан до конца, последняя кромочная провязана изнаночной. Я повернула работу на обратную сторону, и сейчас я буду вязать девятый ряд. В девятом ряду первые 6 петель я провязываю лицевыми, следующие 3 петли я снимаю на правую спицу не провязанными, при этом рабочая нить идет за работой, и следующие 3 петли вяжу лицевыми. Вяжем девятый ряд. Первая кромочная снимается не провязанной. Следующие 6 петель по схеме узора я вяжу лицевыми. Раз, два, три, 4, 5, 6. Следующие 3 петли переснимаю на правую спицу не провязанными, и при этом рабочую нить держу за работой. Вот так. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Раз, два, 3. Раппорт провязан. Далее все повторяем сначала. То есть 6 петель лицевых. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Следующие 3 петли снимаю не провязанными на правую спицу, нить держу за работой. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. Раз, два, 3. Остаются 3 петли перед кромочной, я их провязываю лицевыми. То есть эти петли, которые идут для симметрии полотна, они всегда повторяют начало раппорта. В начале раппорта в девятом ряду у нас идут лицевые петли. Поэтому 3 петли, которые идут перед кромочной, я провязываю сейчас лицевыми. И последняя кромочная провязывается изнаночной. Девятый ряд провязан до конца. Поворачиваю работу на обратную сторону. Я повернула работу, и сейчас я буду вязать десятый ряд. И в десятом ряду первые 6 петель вяжутся изнаночными петлями. Следующие 3 петли переснимаются на правую спицу не провязанными, и при этом рабочая нить держится перед работой. И 3 изнаночные петли следующие. Вяжем десятый ряд. Первую кромочную я снимаю не провязанной. Следующие 6 петель я вяжу изнаночными. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Следующие 3 петли я снимаю на правую спицу не провязанными, при этом рабочую нить держу перед работой. И 3 изнаночные петли. Раз, два, 3. Раппорт провязан. Сейчас дальше мы все повторяем. 6 изнаночных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 3 петли переснимаем на правую спицу не провязанными. Рабочая нить идет перед работой. Раз, два, 3. И 3 изнаночные петли. Раз, два, 3. Раппорт провязан. Остаются 3 петли перед кромочной, это для симметрии полотна, и мы их провязываем изнаночными, так как в начале 10 ряда идут изнаночные петли. Последняя кромочная провязывается изнаночной. 10 ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на обратную сторону. Сейчас я буду вязать 11 ряд. В 11 ряду первые 6 петель вяжутся лицевыми, следующие 3 петли снимаются не провязанными, нить идет за работой, и 3 лицевые петли. Дальше все повторяем. Первую кромочную я снимаю не провязанной, 6 петель вяжу лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 3 петли
Снимаю не провязанными на правую спицу. Нить рабочая остается за работой. И 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Раппорт провязан. Далее все повторяем. 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли снимаем на правую спицу не провязанными. Нить держим за работой. И 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Остаются 3 петли для симметрии полотна перед кромочной. Я их провязываю лицевыми, так как у нас в начале 11 ряда идут тоже лицевые петли. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной. 11 ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на обратную сторону. Сейчас я буду вязать 12 ряд. В 12 ряду первые 6 петель провязываются изнаночными петлями. Следующие 3 петли переснимаются на правую спицу, нить рабочая идет перед работой. И 3 изнаночные петли. Далее все повторяем сначала. Первую кромочную я снимаю. 6 петель вяжу изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли снимаю не провязанными на правую спицу. Нить рабочая идет перед работой. И 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Раппорт провязан. Далее все повторяем сначала. 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 петли переснимаю на правую спицу. При этом рабочую нить держу перед работой. 1, 2, 3. И 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. Остается перед кромочной 3 петли для симметрии полотна, так как они в начале 12 ряда провязываются изнаночными, то и сейчас я их провяжу тоже изнаночными. Последнюю кромочную я провяжу изнаночной. 12 ряд провязан до конца. Поворачиваю работу. Я повернула работу на лицевую сторону. Вот так выглядит наш узор. Мы провязали вместе с вами 12 рядов. Это полностью раппорт в высоту. Далее за кадром я сейчас провяжу самостоятельно еще несколько раппортов и покажу вам результат, как получается узор. Я провязала несколько раппортов в высоту. Вот какой узор у нас получается. На сегодня у меня все. Всем всего хорошего.